Как сделать письменный стол из дерева своими руками? Как сделать компьютерный стол своими руками из дерева? В малогабаритной мастерской столяра-любителя. В этом видео будет показан один из вариантов. И речь в нем пойдет об обработке столешницы, финишной отделке и сборке. Изготовление ног для этого стола было показано в предыдущем видео, и его можно будет быстро найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. А в совокупности весь рассказ про изготовление конкретного стола, про подход к изготовлению и возможные варианты исполнения в зависимости от имеющихся инструментов, столярных станков и доступного материала. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать на своем канале. Итак, столешница для письменного стола. Заготовка для нее – это покупной мебельный щит из лиственницы размером 2 метра на 800 мм и толщиной 40. Предстоит сделать 2 паза ласточный хвост для крепления ног, обработать углы и ребра, отшлифовать и покрыть маслом. А потом собрать весь стол уже на месте. Фрезеровать пазы я буду по направляющим с использованием копировальной втулки. Для изготовления направляющих была взята одна панель из МДФ. Это самая дешевая стеновая панель, купленная в строительном супермаркете. Ее толщина составляет 10 мм, что как раз хватает для копировальной втулки для фрезера. У нее изначально ровный край, и получается как раз 2 ровных полосы, что и нужно. Расчет параметров фрезерования я сделал в программе SketchUp. Хотя я вроде неплохо считаю, рисовать уже давно проще, и вероятность ошибки меньше. Вот на фрагменте столешница в разрезе и соответствующие параметры фрезерования. Естественно, они зависят от выбранных параметров паза, фрезы и копировальной втулки и будут в каждом случае индивидуальными. Но на что бы я обратил внимание, так это на то, что ширину паза в самом узком месте сечения стоит сделать больше диаметра фрезы, чтобы в непредвиденных случаях была возможность вынуть фрезу или наоборот заглубиться вверх-вниз без повреждения паза. Случаи разные бывают. После разметки осей реек я выставил направляющие, разделив их 2 проставками с шириной в точном соответствии с чертежом. Ближняя ко мне проставка после установки направляющих уберется, чтобы не мешать заходу фрезы. А вот дальняя останется и будет выполнять роль упора, поскольку паз будет сделан не до конца, кромка столешницы, которая ближе к сидящему за столом человеку, нарушена не будет. Вот, кстати, копировальная втулка. Вот так это будет фрезероваться. При фрезеровании будут использованы 2 фрезы. Ласточкин хвост, вот ее параметры, и подходящая по диаметру прямая пазовая для предварительного снятия излишнего материала, чтобы не перегружать фрезу ласточкин хвост. Вместе захода фрезы в материал возможно появление сколов. Если кромка уже чистовая, то имеет смысл добавить сюда противоскольную рейку. Я же планирую после фрезерования немного подрезать кромку столешницы, подровнять щит, поэтому противоскол ставить не буду. Настраиваю фрезер и фрезерую. Сначала прямой пазовой фрезой убираю середину паза. Фрезерую на глубину всего на несколько десятых меньше требуемых 15 мм. Переставляю фрезу, выставляю ее по глубине уже сделанного паза. Добавляю винтом точной подстройки еще 2,3 мм глубины и фрезерую. Вот видно, как плохо закрепленный упор может привести к порче заготовки. Он сдвинулся еще на первом фрезеровании, но я этого не заметил. К счастью, эта часть паза потом закроется и видно ее не будет. Но для надежности приколотил упор шпильками и продолжаю фрезерование. Понятно, что при фрезеровании такой фрезой уже нельзя по ходу менять ее высоту. Также понятно, что заходить в материал и выходить из него желательно сбоку, за пределами паза, иначе есть риск повредить фрезой грани паза. Вот такой получился результат. Если бы не косяк с дальним упором, я бы назвал его идеальным. А так, на 4.
Делаю второй паз, но чтобы не повторить ошибку, сразу приколачиваю дальний упор. Ну а дальше, как и в первом случае. Кто-то обратил внимание, что при изготовлении двух пазов пришлось 2 раза переставлять фрезы. Можно было бы сделать и по-другому. Выставить направляющие сразу на обоих пазах, а потом сделать с одной установкой первой пазовой фрезы проход на обоих пазах. А затем с одной установки фрезы ласточный хвост опять фрезеровку сразу двух пазов. И будет прав, поскольку так было бы точнее. Но мне пришлось сделать так, как я сделал, просто по причине отсутствия второго комплекта направляющих. Ведь они должны быть одинаковые. Следующая операция «Ответный ласточный хвост» будет выполняться на фрезерном столе. Пришлось вставить фрезер обратно в стол. Хорошо, что фреза в нем уже была установлена. Сначала на тестовых брусках будет сделана точная установка высоты фрезы и положения бокового упора. Понятно, что тестовые бруски должны быть такого же сечения, что и окончательные детали. Высота фрезерования устанавливается с применением штангенциркуля. У меня нет специального приспособления для выставления высоты фрезы или пильного диска. Да оно и не особо нужно. Просто подкладываю обрезок МДФ и, зная его толщину, все измерения делаю уже от него. Положение параллельного упора сначала выставляю грубо, ориентируясь по нижней кромке и примерно понимая, как должна пройти выборка. Для повышения точности закрепляю прижим из жесткой щетки, ссылка на ролик про его изготовление справа вверху. И делаю первый проход на тестовом бруске. Ориентируясь на показания штангенциркуля, а также прикладывая обрезок к пазу на столешнице, подстраиваю положение параллельного упора. Как сделать ширину сечения заготовки на миллиметр меньше? Да очень просто. Берем любой брусок и прижимаем его к одному из краев параллельного упора. Фиксируем. Отпускаем один край параллельного упора, берем линейку толщиной миллиметр и прижимаем параллельный упор к бруску через линейку. Фиксируем упор. Поскольку мы сместили только один край упора, в его центре на уровне фрезы смещение будет всего 0,5 мм. Но поскольку мы прогоняем заготовку с двух сторон, то ширина бруска уменьшится на 1 мм, что и требовалось. Если требуется скорректировать положение параллельного упора в другую сторону, то наоборот. Берем линейку, берем брусок и прижимаем бруском линейку к упору. Фиксируем брусок, отпускаем параллельный упор, убираем линейку, придвигаем упор вплотную к бруску, фиксируем. Все, говорить дольше, чем сделать. И так несколько раз. Важно понимать, что ширина бруска, ширина хвоста меняется при изменении вылета фрезы. Поэтому вылет фрезы после первоначальной настройки лучше не трогать, если только не очевиден явный промах. Фреза настроена, можно фрезеровать заготовки. Конструкция стола будет разборная, и бруски и ласточкины хвосты будут ложиться в паз, который нужно проделать в верхних поперечных ног. Думаю, что в фрезеровании пазов ручным погружным фрезером по упору я вряд ли что-то новое добавлю. Эта операция уже освоена любым обладателем ручного фрезера. В данном случае крепить заготовку дольше, чем фрезеровать. Чем срезать уголок на столешнице? Раньше я всегда это делал фрезером по простейшему шаблону. Либо фрезой с верхним подшипником, либо без подшипника, но с копировальной втулкой. Сейчас хотел сделать так же,
Но что-то поленился опять доставать фрезер из фрезерного стола, ведь здесь нужна длинная фреза, а она есть только для большого фрезера. Поэтому здесь будет применена погружная пила с шиной. А как фрезеровать по шаблону, показано в другом видео. Вот цифра. Зрители, видевшие первую часть этого рассказа про изготовление письменного стола, знают, что означают эти цифры. Это номера ссылок на другие видео, которые приведены в описании. Перед склейкой ножек в одну конструкцию я решил пошлифовать все детали. Ничего добавить к тому, что уже показывал, не могу, поэтому цифра внизу. Перед склейкой ножек я закрываю малярным скотчем те места, которые может испачкать выступивший клей. Ведь непонятно, как его потом счистить, особенно в данном случае, когда волокна древесины направлены поперек шва, и шлифовку вдоль волокон невозможно, а следы шлифовки поперек будут совсем неопрятными. Сборка ножек на клей пройдет без комментариев, просто под музыку. В снятии фаски с острых ребер столешницы нет особенностей. Делается это кромочным фрезером, поскольку на фрезерный стол затащить такую столешницу проблематично. В шлифовке тоже все как обычно. Хотя, надеюсь, можно разглядеть, что написано на столешнице. И вот еще. Уборка мастерской после шлифовки, насколько это возможно, и покрытие маслом. Сначала ноги, просто бесцветным маслом для мебели, производитель Osmo. Затем столешница, 2 слоя, бесцветным маслом для столешниц, тоже Osmo. Все-таки мне нравится, как выглядит лиственница в мебельном щите. Причем, если в предыдущих изделиях, которые я показывал, и шкаф, и стеллаж, использовали щиты толщиной 20 мм и ламели в них сечением 40 на 20 мм, были склеены по кромке, то здесь в щите с толщиной 40 мм склеены такие же ламели, но уже по пласте. И выглядят такие щиты тоже оригинально, ничуть не хуже, чем тонкие. Согласитесь? Перед покрытием нижней стороны столешницы я решил вставить на место реки ласточкин хвост и заделать край паза. Да, согласен, что правильнее было бы сделать вставку вдоль волокон. Но вот только не вспомнил про это, когда фрезеровал сами реки. А сейчас заново настраивать фрезер. Просто применю оставшиеся тестовые бруски. Сделаю заглушки из них. И просто вклею, а когда клей схватится, подровняю самеской или рубанком. Вот и готовое изделие, пока ногами вверх. Сразу наклеил малярный скотч в качестве разметки для последующей сборки, чтобы не вымерять миллиметры на месте, там это будет неудобно. Я не тратил ваше время на демонстрацию изготовления задней царги, это просто мебельный щит, и крепиться он будет к ногам на косой шуруп. Я считаю, что здесь такое соединение очень даже оправдано. А вот таким образом ноги будут крепиться к столешнице. 3 самореза просто с утопленной шляпкой. Саморез будет завернут в поперечную рейку, ту, которая с ласточкиным хвостом, только с обратной стороны. Таким образом ножка будет примыкать к столешнице, и щель, даже если и будет видна, будет выглядеть естественно. При этом никаким образом не ограничена возможность столешницы расширяться или сужаться при изменении влажности или температуры. Я думал, стоит ли скрывать шляпки саморезов, например, с применением вот такого набора. Но решил этого не делать, вдруг со временем хозяин захочет перенести стол, например, в другую комнату, а без разборки он этого сделать не сможет. А про набор для скрытия шляпок саморезов и как его использовать при отсутствии сверлильного станка
я подготовил отдельный рассказ из серии от 3 до 6. И когда он выйдет, ссылка на него будет в описании. Мы вместе со столом на месте сборки. Так получается, что в большинстве случаев на месте установки изделия нет адекватных условий для съемки, пространства, освещения. Так было со стеллажами, со шкафом. Так получилось и в этот раз. Извините, если что. Ну вот, стол на своем месте. Надеюсь на похвалу и от хозяина стола, и лайк от уважаемых зрителей. Спасибо, что досмотрели это не очень короткое видео до конца, но обратите внимание на ссылки в конечной заставке. До следующей встречи. До свидания.